Всем привет и добро пожаловать на полный аудиоперевод артбука по игре Scorn. Во-первых, хочу сказать, что я посмотрел очень много разборов и интерпретаций сюжета. У меня есть видео со своей интерпретацией, которую я сделал до ознакомления с артбуком, и которая оказалась почти каноничной. Точно не настолько замудренной, как у некоторых авторов. Кто-то видел в этом философию зависимости, кто-то видел абстрактную беременность, а кто-то говорил, что мы играем за маньяка, который попал в ад. Я этого всего не видел, но за фантазию однозначно лайк. В любом случае, авторы этого и хотели добиться, чтобы их творение каждый мог видеть по-своему. Мы же с вами будем смотреть глазами разработчиков, отталкиваясь от их артбука. К видосу есть субтитры на 3 языках, если кому-то что-то будет непонятно. Также чекайте ссылки в описании видео и закрепленный комментарий. Там можно скачать оригинал артбука. Также хочу поблагодарить всех, кто поддержал канал денежкой. Вот эти замечательные люди. Спасибо вам большое, очень ценю. Те, кто тоже хочет меня поддержать, все ссылки опять же таки в описании. Там можно донатить практически любой валютой, ни одна копейка не останется незамеченной. Также, если у вас возникает желание стать одним из моих первых спонсоров на канале, подключив спонсорку, для вас приготовлена первая плюшка. Это документ. Полный отредаченный перевод самого артбука по Scorn. Я потратил на это много часов, сидел уставший после работы и надеюсь, вы будете довольны. Также там есть секретный чат со всеми материалами к видео, звуковые дорожки, музыка и так далее. Видос получился довольно объемный, поэтому я поделил его на главы. Помимо перевода я буду вставлять и свое, так сказать, авторское мнение и комментировать артбук. Еще на канале есть более короткая версия сюжета от разработчиков из артбука. Если кому лень смотреть, это длинное видео, поэтому ссылку тоже оставляю. Всем остальным желаю удачи. В общем, берите чего-то вкусного, хотя, наверное, не берите. Не та вселенная, так скажем. С вами Немми, и мы начинаем полное погружение в Scorn. Поехали. Глава 1. Вступление. Увлечение человечества ужасами тянется сотни лет назад, через рассказы у костра, истории, книги, фильмы и видеоигры. Мы стремились напугать и в свою очередь быть напуганными, неожиданным, необъяснимым и невообразимым. Отчасти это увлечение объясняется тем, что в ужасах мало абсолютов. Страх одного человека может показаться смешным другим. Истории или ситуации, которые вызывают мурашки и ползают под чьей-то кожей, очень легко могут не произвести никакого эффекта на кого-то другого. Волнение от испуга может смениться облегчением от того, что все закончилось, или затянуться в тревогу и преследующие воспоминания. Кровавые фильмы-слэшеры и тонкие, подрывные психологические триллеры классифицируются как ужасы, но эти два подхода настолько различны до такой степени, что не имеют ничего общего. В игре Scorn сербский разработчик Ape Software выбрал очень специфический путь для своей интерпретации ужасов. Генеральный директор и директор игры Любомир Пеклар хотел создать игру, не имеющую прямых сравнений. Он представлял себе приключение от первого лица, которое могло бы заставить игроков почувствовать тревогу не с помощью явных проявлений жестокости, хотя Scorn не уклоняется от некоторых жутких моментов и интенсивных экшен-последовательностей, а прежде всего тем, что игроки изучают и погружаются в окружение, которое смешивает знакомое с неизвестным.
Странные формы и мрачные гобелены – так Ape Software определяет строительные блоки вселенной Скорн. Готическое и сюрреалистическое биомеханическое видение, разработанное художником Филиппом Аковичем с целью очаровать и сбить с толку. Действительно, идея необъяснимого настолько укоренилась в дизайне Скорн, что это даже относится к самой команде разработчиков. Мы отказались от мысли, что мы собираемся понять все, что мы видим в игре. Говорит Акович о первых днях, когда мы отправились в путешествие, чтобы создать мир, не похожий ни на какой другой. Это не только игрок, который собирается испытать это также и мы сделали это. Это особенно трудно для некоторых людей принять это. Они склонны требовать каких-то объяснений. Как это было сделано, кто это сделал и с какой целью. Генезис Скорн — это не один из тщательно разработанных планов, а тем, которые Пеклар хотел выразить и поэкспериментировать. Не было никакого четкого определенного сюжета, говорит Акович. Это было чистое вдохновение. Он, директор игры Любомир Пеклар, представил идеи мне, а потом мы начали разговаривать. Я сделал несколько ранних частей, чтобы почувствовать, каким будет мир и как он будет выглядеть. Эти темы исчисляются десятками, многие появляются только в определенных местах, предметах или существах, но три основные темы, которые действуют как зонтик над всем проектом: существование, энтропия и отношения между людьми и технологиями. Вы просто рождаетесь в этой загадке, как и все мы. Говорит Пеклар о первоначальной теме существования. Эта связь с нашим собственным существованием имеет решающее значение. За годы, прошедшие с тех пор, как Скорн был впервые представлен, многие люди предположили, что его мир инопланетный. Это не так. Это экстраполяция нашего мира, мы просто доводим его до предела. Пеклар считает сближение людей и технологий как важное ответвление этой первой темы. Теряем ли мы себя и свою сущность, спрашивает он. Не перегружены ли мы технологиями? Именно эти вопросы привели к тому, что команда начала изучать Гигера и его творческое видение фильмов о чужом. Многие художники и творцы смотрят на работы Гигера в качестве первого шага, но в итоге получают видение далекое от Скорна. Пеклар считает, что причина этого очевидна, и все проистекает из мотивации. Работы Гигера никогда не были выбраны в качестве вдохновения, потому что они выглядели интересно и в них есть крутые образы, но большинство людей не знает, как правильно читать его работы, говорит Пеклар. Мы хотели исследовать похожие темы, и это был простой логичный шаг пойти туда. Гигер — это практически все. Если вы хотите исследовать слияние человечества и технологии, или сексуальности и технологии. Многим людям нравятся ксеноморфы, но в искусстве Гигера есть гораздо больше. Пеклар и Акович предпочитают не смотреть на культовый дизайн ксеноморфов в чужом, и вместо этого изучить космического жокея фильма, пилота разбившегося космического корабля на ЛВ-426. Космический жокей загадочен, усмехается Пеклар. Он мертв, вы можете сочинить много разных историй о нем. Но на самом деле вы ничего не знаете. Вот что интересно, тайна — это то, что заставляет ваш разум размышлять и размышлять. Для Аковича именно визуальный образ космического жокея, а не его тайна, сыграла большую роль в создании концепт-арта Скорна. Космический жокей особенно интересен в эстетическом смысле того, что мы пытаемся сделать. Потому что вы не уверены, на что вы смотрите, говорит он. Кажется, что он сливается со стулом. Он неотличим. Технология и живые ткани выглядят так, как будто они являются частью одного целого. Вы не можете отделить технологии от биологии окружающей среды, и это точно так же, как и то, что мы пытаемся сделать. Все в Скорн подчиняется этой идее твердых материалов, пропитанных органическими наростами. Оружие, стены, панели управления, статуи, двери, список можно продолжать. На протяжении всей этой книги вы увидите изображения предметов и зданий всех форм и размеров. Все задуманные как естественное слияние органической материи и технологии. Сверху донизу Вселенная — это биомеханическая конструкция, и она разрушаема распадом. Тема энтропии является основным компонентом замысла главного героя, пытаясь непосредственно в тему существования, но оно также жизненно важно для всей Вселенной. Весь мир таков, говорит Пеклар. Идея мира, находящегося на завершающей стадии, является очень убедительна. Биомеханический мир Скорна можно рассматривать как тело, вытянутое на каталке, спокойно переживающее трупное окоченение. Мышцы застывают, а микроорганизмы приспосабливаются к чему-то новому, более спокойному окружению, превратившемуся в источник пищи. Вы, как игрок, отважились и жестоко встряхнули его для последнего предсмертного скрежета, пробуждая давно дремлющие механизмы из вечной спячки в последний раз. Ваше прерывание — лишь временное нарушение в процессе разложения, и именно в этом изображении гниения, где второе основное влияние, Скорн наиболее очевидно.
Ключевое визуальное представление разложения в Скорн создано под влиянием Бексинского, говорит Филипп Акович, имея в виду Здислава Бексинского, польский художник и скульптор, чьи работы по антиутопичному сюрреализму являются ДНК, из которого была собрана эстетика Скорна. То, как он изображал свои миры, никогда не было реалистичным, продолжает Акович. Но он очень хорошо передает упадок, является чрезвычайно выразительным. Все сливается воедино, формы становятся неразличимыми, трещины, пустоты и медленно гниют в почти паутинообразные узоры. Его видение помогло нам достичь того вида и ощущения, к которому мы стремились. В нашем собственном мире органические процессы разложения видят, как мышечная материя сначала застывает после смерти, затем расслабляется и в конце концов разжимается. В мирах Бексинского эти два последних этапа не происходят. Жидкости коагулируют, а затем кальцинируются. А затвердевшая, атрофированная материя не растворяется, а отслаивается. Кошмарное видение высушенного мира шелухи доминирует в его работах, и можно ясно увидеть художественную сквозную линию от его картин к вселенной Скорна. Помимо Гигера и Бексинского, гораздо сложнее определить конкретные источники вдохновения для концепт-арта Скорна. И на то есть веская причина, их не так много. Концепт-художник Филипп Акович намеренно избегал ссылок на других художников на стадии разработки концепции, чтобы его работа не подверглась явному влиянию внешних источников. Акович и Пеклар могут назвать длинные списки кинорежиссеров, писателей и философов, а также других художников, чьи труды сыграли свою роль в генезисе Скорн в качестве общих стимулов, но никогда как материалы для ссылок. Существует огромное количество визуальной информации, которую я хранил в своем мозгу за многие годы, просто смотря фильмы и читая книги, комиксы, говорит Акович. На тебя постоянно оказывают влияние, но я избегал искать явного вдохновения, когда только мог, желая очистить свой разум от как можно больше внешнего вмешательства, насколько это возможно. Акович начал процесс разработки концепции Скорн с дизайна главного героя игры и использовал эти образы как стартовую площадку для остальной части проекта. Это речь шла о разработке визуального языка, который будет лежать в основе всего. Вот почему мы начали с главного героя, говорит он. Мы спроектировали весь мир вокруг него, потому что мы хотели избежать привычных тропов в ужасах и научной фантастике, а вместо этого использовать более сюрреалистичный подход. Итерации были ключом к успеху. Концепции части, которые казались слишком узнаваемыми, как реальные предметы или структуры, были быстро исправлены и полностью отвергались. Поначалу такой жестокий подход привел к тому, что многие проекты были отброшены, но со временем количество отказов уменьшилось. Это становится все легче, и через некоторое время ты просто инстинктивно понимаешь, что выглядит правильно, а что совершенно неправильно. Размышляет Акович о сложности формирования видения Скорн на протяжении годов разработки. Этот инстинктивный тематический подход, освобожденный от максимально возможного количества внешних влияний, может быть нетрадиционным, но нетрадиционный подход – это то, что требовалось для разработки вселенной, пропитанной визуальными концепциями, ранее не виданных нигде. Результатом такого подхода стала уникальная и выразительная вселенная, которая открыта для каждой интерпретации и каждого игрока. Было бы здорово, если игроки откроют для себя темы, которые мы добавили, размышляет Любомир Пеклар. Но если они видят что-то другое, то это вполне допустимо. Люди, образование и взгляды на жизнь которых будут пропитаны в визуальном ряде, это не всегда связано с тем, что происходит в игре, а в том, как она заставляет вас чувствовать. Глава 2. Протагонист. У каждого проекта есть начало, и для Скорн оно пришло в виде его главного героя. Прежде чем началась работа над концепцией врагов, оружия или даже локаций, Скорн обрел форму через его главного героя. Так как команда пыталась определить идеи, которые они хотели выразить, сюжет Скорн построен на множестве тем, и одна из них, в частности, послужила толчком к созданию главного героя. Основная идея была связана с физическим воплощением и бытием, существованием в мире. Говорит директор игры Любомир Пеклар. Мы хотели показать, что значит иметь тело в этом мире и как оно относится к миру. Чтобы передать эту идею, вид от первого лица оказался Пеклару единственным вариантом съемки.
Потому что именно так мы работаем как телесная сущность. При этом было важно не попасть в ловушку уменьшения главного героя к паре оторванных рук или ног. И чтобы все его тело можно было использовать как инструмент. Это частично достигается за счет общей игровой механики и анимации. Интерактивных особенностей мира, которые требуют от игроков вставлять конечности в консоли, как пример, но также с помощью дизайна персонажей, который позволяет игрокам вставлять большие стержни в свои собственные предплечья или подвергать свое тело странным и дискомфортным ситуациям. Наш главный герой – гуманоид, говорит Пеклар. Мы хотели передать человеческие черты, но мы взяли на себя некоторые вольности и преувеличили элементы, чтобы определенные темы появились через это. Вы должны осознавать свое тело на всех этапах игры, потому что ваши отношения с миром будут происходить через ваше тело. Вот почему в течение всего времени, когда игроки контролируют ситуации, можно посмотреть вниз и увидеть последствия различных недугов на туловище главного героя. Помимо бытия, второй темой протагониста, который Эйп хотели бы показать, это тема энтропии. Тела становятся все более больными и разлагающимися. Быть запертым в гниющей тюрьме. Так описывает это Акович, называя хрупкость и уязвимость как важные характеристики, которые играют роль в его творчестве. Многие ранее проекты персонажей были либо изменены, либо отвергнуты просто потому, что формы выглядели слишком прочными. Третья и последняя тема, критически важная для ведущей роли Скорна, это возрождение. Идея перерождения более мощная, чем идея рождения, потому что ты кардинально меняешься, и ты осознаешь себя в этих изменениях, говорит Пеклар. Я хотел исследовать потерю контроля над своим телом. Вот почему паразит существует, потому что он берет под контроль вас и все ваши функции. Паразит Скорна самостоятельный персонаж, и после ранней встречи он вступает в роли компаньона на протяжении всего вашего путешествия. Это безжалостное создание, начинающее из жилистого и похожего на змею, но постепенно увеличиваясь в размерах и становится все более сильным по мере того, как вы углубляетесь во тьму. Главный герой и паразит находятся в симбиотических отношениях. Без него протагонист был бы совершенно беззащитным. Но эволюция Аковича – это паразитические конструкции, которые рисуют тревожную картину того, что произойдет, если эти отношения останутся без контроля, и пиявке будет позволено питаться кем-то без ограничений. Голодные клешни рвут и разрывают плоть, пока паразита одолевает жажда крови. В конечном итоге он поглощает свою жертву и ассимилирует то, что осталось в свое тело. Большинство работ Скорн заставляет игроков задаваться вопросом, где заканчивается органическая материя и начинается механизм. Дизайн главного героя похож на дизайн паразитического пассажира, однако становится другая проблема, требуя от игроков постоянно следить за скользящей шкалой, где заканчивается я и начинается он. Глава 3. Сборка. Место открытия паразита является фабрика, которая заставляет игроков задавать очень глубокие, очень тревожные вопросы о себе. По видимости, это завод по переработке отходов. Благородное дело, подумаете вы, пока не узнаете, что именно перерабатывается. Весь уровень построен вокруг идеи, что мы используем все в нашей среде как ресурс, даже живые существа, говорит дизайнер игры Любомир Пеклар. И как только вы решите создать фабрику по использованию или повторному использованию живых существ, нам нужно понять, как она функционирует. Так и появились эти проекты. Добро пожаловать в то, как делается колбаса. Сайт «Колбасное мясо», о котором идет речь, принадлежит группе жалких человекоподобных существ. Это была работа концепт-художника Филиппа Аковича. Работа по детализации того, как уровень фабрики, называемый внутри компании «Ассамблея», будет создан для сбора их тел в промышленных масштабах. Все, начиная с рождения этих существ и их транспортировки, до их забоя и намеков на то, как различные части тела отделяются и используются. Акович быстро разработал проекты, станки для выполнения и шлифовальные станки для циркулярных пил, целенаправленно создавая машины с точки спланированной функциями для игроков, чтобы управлять, пока они пытаются найти выход из фабрики. Транспортные тележки, грохочущие по похожим на хребты однорельсовые рельсы и простые шарнирные кузова-крюки придают производственной линии ассамблеи засушливо ретро-индустриальный стиль, контрастирующий с лабораториями по выращиванию растений, напоминающим теплицы.
Здесь на иллюстрациях изображены светящиеся красные капсулы, содержащие гуманоидные фигуры, расположенные внутри биомеханические тюльпаны, лепестки которых раскрыты, чтобы показать внутренние защитные структуры. Потолки стручков вымазаны толстой амниотической жидкостью, ручейками стекающей по стенам. Летающие дроны деловито ухаживают за комнатами-паразитами, увлажняя атмосферу, чтобы увлажнить монолитные тканевые башни, найденные под ветвями зловещего дерева с потрохами. Вполне уместно, что сама фабрика выглядит построенной из переработанных тел, что делает ее ощущение как живое место. В ужасающей концепции обоев концепт-арт показывает коридоры, украшенные гобеленами из растянутой кожи. Окна в здании отказались от стекла в пользу натянутых слоев мембран органов, с окружающими рамами и консолями, сделанными из отполированных и собранных заново костей. Если живые существа устроили это место, то они были, несомненно, остеологи, а не архитекторы. В центре всего этого находится буквально сердце. Внешне оно кажется скорее нефтеперерабатывающий завод, чем орган. Больные предсердия и желудочки, обернутые в хаотичный клубок механических артерий, предназначенных отчасти для перекачки страха и дистиллированной жестокости по заводским и многочисленным капиллярным коридорам. Когда игроки проникают внутрь, открывается его истинная природа. Сердце удваивается, как перекресток пешеходных дорожек, предоставляет доступ к различным уровням фабрики из одной центральной точки. Многие из концепций на этих страницах остались только на страницах. Тем не менее, в соответствии с целями ассамблеи, некоторые идеи были собраны и переработаны в других частях Скорн, иногда случайно. Мы повторно использовали одну из этих концепций дверей в конце игры. Я совершенно забыл о ней, удивляется Любомир Пеклар. Пересматривая этот концепт-арт, это несколько переделанная функция, но идея очень похожа. Мы иногда повторно используем наши собственные отвергнутые проекты в разных уровнях, где они имеют больше смысла, чем в первоначально задуманном месте. Глава 4. Стена. Построенный не из кирпича и раствора, а из плоти, органов и слизистой оболочки матки, здесь ответ на вопрос о том, откуда главный герой Скорн берет свое начало. Вселенские гуманоидные творения Вселенной не рождаются от существа или собраны в лабораториях, но рождаются из разрыва на боку неестественной насыпи, которую команда называет «Стена бытия» или «Стена генезиса». Генезис главного героя выражается визуально, говорит директор игры Любомир Пеклар. Больше в этом нет ничего особенного. Как он появился на свет, почему именно так? Этого мы не объясняем, подразнивает он. В то время как такие вопросы будут вечно витать в воздухе, Скорн не избегает от показа самого чуда рождения, которое начинается с того, что гуманоиды зарождаются в случайных местах в центральной камере стены. Когда они достигают определенных размеров, их спины начинают давить на стену, заставляя ее раздуваться наружу и обволакивает растущие объемы, как беременные животы или коконы. Как только сухая эпидермальная пленка достигает своей точки разрыва, внешняя оболочка кокона трескается, а затем рассыпается. Это драма рождения, говорит Любомир Пеклар. Мы не помним это событие, но оно, вероятно, оставляет психологический эффект. Пренатальная травма, ужас – это то, что Гигер также исследовал в своих картинах. Для многих новорожденных, освобожденных из оков своего кокона, гравитация посылает их на пол, далеко внизу. Это жестокая случайность, подчеркивает тщетность большинства жизней, произвольно отнимаемых у существ через несколько секунд после рождения. На одной леденящей души картине на стене ряды разлагающихся форм лежат под своими зияющими коконами. Туши, смертельно разорванные в результате падения. Происхождение стены может быть неважным, но материалы, из которых она сделана, намного важнее. Художник Филипп Акович позаботился о том, чтобы нанести на карту внутреннюю органическую материю в мельчайших подробностях, набросав различные органы и текстуры тканей, спрессованные вместе, в непосредственной близости друг от друга. Это было создано из остатков воспоминаний, просочившихся в моем мозгу, говорит Акович, ссылаясь на свое предыдущее изучение анатомии человека. Я также думал о виссерах в фильме «Акира». Трансформации и странные органы. В «Акире» трансформации и странные органы, которые не имеют смысла. Я не хотел увязнуть в попытках изобразить кишки и печень. Вместо этого я хотел необъяснимые внутренности. Глава 5. Поля.
Подумайте о поле, и скорее всего ваш разум перескочит к освещенным солнцем травянистым лугам, где-то в спокойном и безмятежном месте, возможно. Вместо этого вы можете подумать о пахотных землях. Свежеспаханная, обработанная почва, готовая к посадке урожая, источник жизни, питания, а может быть спортивная площадка, придет вам в голову первой. Место развлечений и ярких событий, что-нибудь из них вам знакомо? Если да, то Скорну неинтересны ваши мысли. Это поле пустошь. Говорит концепт-художник Филипп Акович, не оставляя споров о роли этого места во вселенной Скорна. Оно должно передавать эту безразличную природу мира, в котором вы оказываетесь. Это место является формирующим пространством для новорожденных гуманоидов. Технически это не то место, где игроки узнают, как управлять своим телом, но именно здесь они начинают учиться бояться того, что лежит за пределами их собственного эпидермиса. У вас очень слабая видимость, когда вы находитесь на улице. Продолжает Акович, говоря о надвигающемся тумане и коротком поле зрения. Вы можете только различить формы, и только когда вы приближаетесь к этим структурам, вы можете получить некоторое представление о том, на что вы смотрите. Вы буквально новорожденные с затуманенным зрением, и вы не знаете, где вы находитесь, куда вы должны идти или что вам нужно сделать. Мир кажется негостеприимным, бурным и опасным. Вы просто ищете убежище, а эти странные, пугающие формы медленно проявляются сквозь туман и ветер. Разрабатывая визуальный образ этого пустыря, Акович в значительной степени опирался на пустынную тематику. Нанесенные ветром песчаные пласты, кажущиеся бесконечными участки сухой пустоты, способствуют созданию тяжелой обстановки, которую невозможно преодолеть без помощи. Разрушенные корабли рассказывают об устройствах, брошенных в зоне, где никому не суждено выжить. Это видение конца света, где весь мир обескровлен. Безжизненность стала основным принципом при формировании визуального образа этого места. Команда намеренно формировала его концепции, чтобы провести параллели с районами, известными своей безжизненностью. На прогулку по механическому кладбищу. Указывая на десятки промышленных вентиляционных труб, торжественно стоящих в ряд, как зияющие надгробия. Это то, что мы пытались передать. Здесь также есть намеки на кладбище животных, и Пеклар сравнивает гигантское здание фабрики с разлагающимся существом. Труп носорога, его бивни и горбатая шкура сначала запекаются в удушающей жаре, а затем разорваны стихией. И все же, подобно упрямым кактусам, прорастает из самых сухих песчаных дюн на земле. Или микробы, бросившие вызов всем трудностям, процветающим внутри действующих вулканов. Здесь жизнь также находит выход. Это похожее на могильные камни жерла непреднамеренно удваивается, как родовые каналы, когда развращенные усики плоти гонятся за выхлопными газами из подземных логовищ и выходят на открытое пространство, дразня ужасы, которые таятся внизу для любого, кто осмелится переступить порог. Глава 6. Кратер. С точки зрения пустынной, незащищенной поверхности поля, место, прозванное кратером, выглядит небесным. Гигантский цилиндр, вертикально врытый в землю, как ливневая канализация, обещающий тепло, убежище от облучения и момент передышки от того, что проникает сквозь туман сверху. Кто бы мог предположить, что это вскоре окажется опасным спуском в невыразимые ужасы. Центральный обрыв с леденящей душу глубиной пересекается подвесными дорожками. Внешние стены кратера испещрены коридорами, окна с яйцевидными стеклами расположены по всей структуре. Источником злокачественности этого места является в виде разросшейся королевы чудовища. Она сидит у основания ямы и с пулеметной скоростью выпускает молодняк. Чтобы превращать потенциальное убежище в почти неизбежную кормушку, выводок достаточно силен, чтобы освободиться от своих братьев и сестер, которые проводят свои первые мгновения жизни, подталкивая себя к этим окнам и пробиваясь через них, чтобы заразить другие регионы. Как муравьи захватывает ваш дом, предлагает директор игры Любомир Пеклар. Если так, то эти муравьи – улитки, оставляющие следы органических остатков, чтобы заразить все поверхности. Это королева и ее икра. Вышеупомянутые поражения поверхности проработаны с необычайной тщательностью. Хитиновые колонны подпирают изогнутые стены, как ноги циклопической саранчи. Вороненые голени наклонены так, чтобы не дать возможности ухватиться за валуны, ищущим спасения, а заостренные язычки погружены глубоко в стоящую жидкость. Большие смотровые порталы выпирают из поверхности, как вытянутые фурункулы, окаймленные артериальными трубками и разрезанные открытые посередине, чтобы обеспечить неорганический вид через пропасть.
Последовательное правило для всех структурных философий дизайна – это твердые поверхности, заключающие в себе органическую материю. Обычная западная архитектура, часто основывается на идеях твердого, несущего материала, кирпича или камня, покрывается краской или более мягким, эстетическим приятным материалом. По иронии судьбы, это, как и человеческое тело, твердый скелет, состоящий из костей. Структура из костей, обернутая в более мягкую и привлекательную оболочку. В Скорн применяется обратная ситуация. Насыпи из органов и хрящей образуют основную часть прочности структуры, а внешняя оболочка служит для регулирования формы как экзоскелет. Поэтому огромные колонны внешне отличаются больше механических и промышленных компонентов, а твердый пол действует как перевернутые стальные кабельные лотки, чтобы держать толстые цилиндры фундамента мускулистых кабелей. Но более биологические характеристики проявляются по мере того, когда вы ищете под поверхностью и углубляетесь в проходы. Здесь вы обнаружите внутренние стены, которые можно принять за стеллажи с ребрами, только что вырезанными у гигантских зверей. Обход коридоров может показаться вам гастроскопией в реальной жизни. Несмотря на это, команда избегала любых явных аллюзий на конкретные органические системы. При этом концепция Аковича существует для того, чтобы передать настроение и установить темы, а не проводить прямые параллели с известными величинами. Директор игры Любомир Пеклар объясняет, как происходит процесс фильтрации, для того, чтобы это оставалось верным на протяжении всего процесса. Каждый раз, когда я видел что-то слишком узнаваемым в иллюстрациях, я просил: давайте смягчим, давайте приглушим, давайте будем более тонкими и так далее. Глава 7. Полис. Царство под названием Полис – это место стремления и благословления из сверкающих цитаделей и богато украшенных фресок. Обилие вертикальных линий и треугольных форм, заимствованных из готической архитектуры, придает его строениям сакральные чувства, далекое от мокрой грязи и копоти, исследованных во время ранних часов Скорна. Однако, осмелитесь изучить детали, и ключевым ощущением, которое всплывает на поверхность, будет ощущение святотатства. Фрески, например, представляют собой интерпретацию художественного исследования силы смерти, столь распространенного в Средневековье. Эти рельефы изображают сцены, в которых четырехрукие скелетные фигуры расстегивают кожу людей и ощупывают органы внутри. Изуродованные тела лежат открыто посреди вивисекции, а другим персонажам затыкают рот кляпом прямо на трубах или трубопроводах. В изобилии изображен и секс, и не только на самих фресках. Это место переполнено декоративными скульптурами совокупляющихся трупов, позирующих в разных позах. Их тела явно находятся в состоянии разложения, когда они участвуют в различных сексуальных действиях. Директор игры Любомир Пеклар объясняет их включение в игру работой Зигмунда Фрейда, в частности, его исследованию пересечения влечения к жизни и смерти в работе 1920 года. Это Эрос и Танатос, говорит Пеклар о распространенности откровенных статуй, имея в виду на древнегреческого бога любви Эрос и древнегреческого бога смерти Танатос. Это фрейдистская идея, выраженная в буквальном смысле. Это динамика между смертью и сексом, стремление к смерти и стремление к сексу. Вся цивилизация основана на этой дихотомии. У них нет тех же стандартов, что и у эмпириков, но они пытаются выяснить вещи с помощью других средств. Для Ape Software все эти ингредиенты используются для того, чтобы заставить игрока почувствовать беспокойство, не прибегая к крови и насилию. Это не единственные приемы в этом стиле. Наброски тенистых ходов, расположенных далеко под сверкающими высотами цитадели, достигают той же цели с помощью другого подхода. Запутанный клубок извилистых проходов с частыми перепадами высот, объединенными вместе, чтобы сделать путешествие как можно более пугающим. Здесь есть более чем намек на невозможную лестницу из картины Эшера «Относительность» в этих конструкциях. Странная геометрия распространяется на другие особенности, например, стулья, которые очень похожи на пыточные, или окна, оформленные как естественные форамены. Наиболее тревожными всех являются концепты различных вариантов обработки коридоров, тянущиеся к узловому событию. Они достаточно пугающие сами по себе, с нависающими скульптурами, расположенными по бокам стен, как сгорбленные хищники, ожидающие наброситься на ничего не подозревающую добычу. Но если заглянуть вглубь коридоров, и структурная целостность становится как эвклидова геометрия, протекает в инопланетные пространства. У вас должно быть ощущение, что реальность искажается вокруг вас, говорит Акович, опираясь на духовные и психоделические течения. По мере продвижения по коридору все меняется, становится бесформенным. Глава 8. Взорванный лабиринт. Все истории о разработке видеоигр сопровождаются рассказами о жертвах среди игроков.
об уровнях и идеях, которые были отброшены либо во время концептуальной фазы, либо на более глубоком этапе разработки и тестирования. Насколько Scorn не поддается сравнению во многих отношениях, она ничем не отличается от других игр. Когда речь заходит об этой универсальной истине, разрушенный лабиринт – один из примеров того, особенность которой была задумана и реализована до того, как разработка была сосредоточена в другом месте. Он первоначально задумывался как переходная зона между кратером и башней, второй неиспользуемой областью, которую вы обнаружите всего лишь через несколько страниц. Это место, наполненное собственной историей. На ранних этапах развития Скорна короткие существа-гомункулы играли более важную роль в мире. Миниатюрные инженеры жаждали власти за пределами своей станции и мечтали захватить полис, но амбиции порождают жадность и конфликты. Армия была разделена на две враждующие фракции, которые вели войну друг против друга и стремились к господству. Одна фракция трудилась, перерабатывая мертвые тела для создания бронированных киборгов. Другая сосредоточила свою энергию на создании военизированных роботов-экзоскелетов. Это неизбежно. Они столкнулись с бесчисленными потерями по обе стороны. Лабиринт, по сути, был полем битвы этих гомункулов, говорит концепт-художник Филипп Акович, а вы, как игрок, просто оказались в центре. Акович сравнивает сражения с битвами Первой мировой войны с неумолимыми беговыми дорожками бойцов, отправленных вперед к неизбежной гибели. Извилистые туннели лабиринта действовали как глубокие траншеи, слишком огромные, чтобы их преодолеть. Непроницаемые стены, разрушенные взрывами и побитые непогодой здания. Здесь произошло что-то действительно разрушительное. Клубящийся туман и небо цвета горничного газа только еще больше ухудшали видимость и усиливали панику, сталкивая армии в невыносимо близкие расстояния для начала бойни. Вот почему у вас есть все эти кучи трупов, говорит Акович, указывая на изображение убитых бойцов, оставленных гнить в кучах со своими достоинствами, как убитых на обочине дороги. Эти тела неудобны для изучения, из-за своей искусственной конструкции трупы гомункулов разлагаются не совсем так, как человеческие останки. Что делает важным составление схемы процесса смерти. Акович рисует это в жутких деталях. Во-первых, изображает тучную жертву войны, изрешеченную пулями, дырками, верхняя часть головы оторвана, оставляя мозг. Вещество и жидкость свободно выходят наружу. На последующих изображениях мы видим, как внутренности полностью разжижаются, а затем вытекают, а оболочка сначала краснеет, а затем начинает отслаиваться. С первого взгляда конечный результат выглядит не только как тело, а больше похоже на разрушенные здания. Полосы затвердевшей кожи придают вид арматуры, оторванной от окружающей кладки. Когда в кучу, иногда бывает трудно определить отдельные формы. Такова аннигиляция и последующее очищение смерти принимает облик отдельной сущности, конечно, не обязательно того, кого вы ассоциируете с тем, кто когда-либо был. Глава 9. Башня. Вторым запланированным местом, выпавшим во время развития Скорна, была башня. После того, как игроки прошли извилистые клаустрофобные пути взорванного лабиринта, они должны были встретиться лицом к лицу с небоскребом, находящимся в значительно лучшем состоянии, чем большинство других строений, до сих пор увиденных на этом этапе путешествия. Доминирующий столб из труб и лестниц с основанием, окруженным изогнутым куском, башня имеет тошнотворный оранжево-коричневый цвет, который сливается с красноватыми облаками за ней. Наклонная грунтовая дорожка, поднимающаяся к накрытому крышей входу, создает внушительное впечатление, но самые яркие внешние черты башни — это две толстые приподнятые трубы, прикрепленные к капсулам высоко в шахте башни, уходящие в стороны в неизвестном направлении, как ослабленные телеграфные провода. Их предназначение — уносить бесконечные потоки мяса. Источник скрывается в зените башни. Здесь игрок должен был столкнуться с непостижимо огромным чудовищем, с телом размером с туннелепроходнические машины. Или скорее встретить часть этого чудовища. Тело этого существа пронизывает все здание, объясняет концепт-художник Филипп Акович. Изучение внешнего изображения башни, размеры, вооруженные этими знаниями, чтобы попытаться постичь масштабы такого существа, является головокружительной задачей и переосмысливает башню не как логово, а как тюрьму. На вершине башни это существо может только корчиться от боли из-за быстро увеличивающейся массы. Его голова похожа на хобот, покрытого илом старинного противогаза, и его толстые, но в конечном
конечном итоге бесполезные придатки представляют собой жалкое зрелище. Извивающееся тело простирается назад сквозь стену камеры и вниз через башню, где часть массы направляется в монументальную мясорубку, срезающую лишнее мясо, чтобы держать размеры существа. Выброшенная жижа тем временем отводится от башни по трубопроводу. Другие наросты спускаются по каналам башни в перерабатывающее устройство. В одной зоне Акович рисует огромные резервуары с регулярно расположенными клапанами. Здесь происходит процесс метаморфозы. Но ни одна бабочка никогда не выйдет из этого покрытого коркой синтетического кокона. Вместо этого из чана выдавливаются извивающиеся деформированные человекоподобные тела. Выдавливаются из пор чана, как глина для лепки или зубная паста. Ряды ссохшихся потомков, разделяющих одну и ту же агонию. В конце концов, основные концепции башни были слишком тесно связаны с концепцией кратера, чтобы оба места могли существовать. Это было действительно похоже, отмечает Акович, указывая на то, что обе локации были построены вокруг одного существа, эпического масштаба, обреченного бесперестанно рождать потомство. Физические атрибуты локаций могли быть диаметрально противоположными. Одно существо жило у основания глубокого кратера, другое на вершине возвышающейся цитадели. Но пересекающиеся функции делали башню логичным, чтобы игроки чувствовали удивление на каждом шагу. Междусловие. Дамы и господа, во-первых, спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Для меня вы уже герои. Хочу поделиться своим мнением по поводу уже прочитанного, а затем мы добьем последней главы артбука. В первой главе разработчики нам рассказывают о том, что, создавая Scorn, команда Ape Software хотела сделать такой мир, которого еще никогда не было. И самое главное, что этот мир пугал даже без всяких скримеров и тому подобного. Все думали, что разработчики отталкивались в основном от Гигера, но, как сказал самый концепт-художник, Гигер был далеко не основой. Если и взять кого за основу, то это был Бексинский за счет его психоделических картин. И тут я абсолютно согласен, потому что в Скорне больше психодела, чем понятных простых вещей. Как сказал геймдизайнер, Скорн — это экстраполяция нашего мира. То есть не исключено, что это очень далекое будущее, и эти гуманоиды — это мы, то есть люди. Только прошедшие уже много стадий эволюции и отказавшись от рождения привычным путем. Но кто знает, возможно, ценой эволюции была потеря самой возможности к репродукции. Для этого и была построена стена генезиса. В игре есть два главных героя. Один превращается в паразита, а второй — это тот чувак, который мы до конца. Оба они гуманоиды и, насколько я понял, оба относятся к цивилизации Полиса. В этом мире есть еще зараза, так сказать, скверна, которая поразила абсолютно все вокруг. Источник этой скверны является большое чудовище, которое называется Кратерная Королева. Откуда она взялась, точной инфы не дают, так само как и как была построена стена генезиса. Но понятно одно. Эта цивилизация использует органические материалы повсюду. То есть переработанные трупы специально разведенных существ служат для всего на свете. Для строительных материалов, для батареек и так далее. И нам рассказывают о полях, которые окружают Полис. Это безжизненные земли, пустыни, которые мне лично напоминают последствия ядерной войны или какого-то катаклизма. Так можно сказать, мы узнаем, что была война между этими штучно разведенными маленькими человечками и их создателями. Человечки захотели захватить власть, ибо им надоело быть просто батарейками. По сюжету мы должны были пройти через две локации, которые в итоге вырезали. Это разрушенный лабиринт, который является полем боя этих самых гомункулов и создателей. И вторая локация — это башня, в которой было огромное чудовище, и которое использовали для добычи органических материалов. Но в итоге от этой идеи отказались, потому что зачем, если уже есть Кратерная Королева? То есть два больших чудовища — это уже слишком. Но тут, мне кажется, палка о двух концах. Разрабы за неимением геймдизайнерского опыта не смогли реализовать геймплейное назначение вырезанных локаций. Но при этом, если бы у них над душой стояли издевательские менеджеры, кураторы со своими профессиональными навыками, то такой игры бы просто не состоялось. Это мне напомнило создание Сталкера. Там тоже вагон идей был, который не смогли собрать воедино. Почему издателю пришлось разрабов приземлить? Но со Скорном приземление не могло быть по идеологическим соображениям. Поэтому имеем красивую вещь, которая не попадает в жанровые ниши. В любом случае, Скорн — это глубоко философская игра, которая общается с нами образами и идеями. Чтобы понять Скорн, нужно читать артбук. Без этого у каждого будет своя интерпретация. Вот, например, еще одна интерпретация. Мир Скорна — это метафорично один большой живой организм, который вел нифига неправильный образ жизни, да еще и подцепил заразу. Образы Скорна — это переработка биомассы и секс, по сути, животные инстинкты, которые отказались от всего лишнего. То есть никакого сострадания, жалости и сомнений. Это раса людей, которые максимально обуздали свои эмоции и отрезали от себя человечность. По сути, Скорн красиво нам показывает, к чему может прийти человечество, если в мире не будет банального добра. Скорн — игра не для всех, да, но я от нее чисто кайфанул. Снимаю шляпу перед концепт-артами и левел-дизайнерами.
Вышел именно то, чего я ждал. Можно только представить, в какую франшизу все это может перерасти, если разработчики решатся на вторую часть. Или возьмут и снимут полноценный голливудский блокбастер. Ладно, давайте вернемся к артбуку. Глава 10. Создание. Мольдмены. История этих странных изуродованных созданий является травмой. Куры в аккумуляторной ферме Ассамблеи, они гуманоиды, выращенные как тела для использования. Им даже не дают имени, хотя команда называет их мольдменами из-за их обработанной формы. Этот акт обработки мучительный, бесчеловечная процедура, которая сначала включает в себя прессование тела, что требует времени, говорит концепт-художник Филипп Акович, а затем формирование его в упаковку, а затем оставляет скрученные, смятые останки, чтобы они высохли и превратились в пригодные для использования самородки. Они приходят через весь этот процесс живыми, и в этом заключается истинный ужас их ситуации, подчеркивает Акович. Я никогда не хотел делать этические или моральные суждения о том, почему все происходит именно так, как происходит, говорит директор игры Любомир Пеклар. Это роскошь, которая не распространяется на игроков, поскольку во время вашего путешествия по ассамблее вы должны решить, стоит ли казнить одного из этих предварительно обработанных людей ради материальной выгоды или освободить его и упустить награду. Последствия вашего морального выбора довольно туманны, предупреждает Акович. Освободить его не обязательно значит, что это хороший или моральный выбор. Он находится в таком состоянии боли и агонии, что может быть более жестоко оставить его в живых и страдать. Возможно, вы обрекаете его на более медленную и мучительную смерть. Кратерные существа. Если бы существо маниакально начало выплескивать уже установленные последовательности ДНК в надежде, что некоторые из них адаптируются, поскольку нет времени на стандартный эволюционный процесс, спрашивает директор игры Любомир Пеклар. Именно эти гипотезы подтолкнули концепт художника Филиппа Аковича на путь создания набора различных существ для локации Кратер Скорна. На ранних стадиях разработки игры существа с общей ДНК и построенные из одинаковых материалов, вынуждены совершенно мгновенно совершать эволюционные скачки, которые приводят к ужасающим полуфункциональным мешанинам из узнаваемых и неописуемых элементов животного мира. Все начинается с безымянной формы, которую мы назовем королевой кратера. Сгорбленное чудовище, состоящее из сухожилий и опухолей. Затем завернуты обесцвеченную, кожистую шкуру, недостаточно большую, чтобы сохранить ее достоинство. Горбатая ведьма, сгорбившись над котлом с ее собственными внутренностями. Все происходило из выброшенных частей живой ткани из родовой стены Скорна. Она мать всех других существ на этих страницах. Она обитает в темном логове на дне локации кратера. Ее работа заключается в том, чтобы кровоточить бесконечным потоком потомков. Эволюция идет своим собственным путем, комментирует Пеклар, но количество материала и времени в ее распоряжении ограничено. Чума Шалуно, представленная здесь, представляет собой первые идеи о том, что в конце концов станет королевой. Ее жуткие выделения превратились в различные формы совершенно случайным образом. Все они один организм. Говорит Филипп Акович о всех существах и о плоти всех существ. Только обертка разная. И какие это отвратительные обертки. Некоторые из них нецензурные птицы с телами, состоящими из ничего, кроме полипов, частично завернутых в запеченную хрустящей кожей, спотыкающиеся на шишковатых ногах и ссохшиеся крылья, бесполезно хлопает на змеиные жилы, извивающиеся из пасти, где должен быть клюв. Другие представляют собой узловатые трубки, продвигаемые вперед тысячами цепких ресничек. Затем появляются отвратительные грозди сросшихся тел, навечно запертых в брато-сестринской войне. Каждое появляющееся существо еще более отвратительное предыдущих. Одна из самых примечательных особенностей этих существ является полное отсутствие черт лица. Это безликие формы, трагически лишенные индивидуализма, действующие исключительно на инстинктах. Это жизнь, как задумана природой, описывает Акович. Необремененные личностью и сознанием, просто организмы, занимающиеся своей работой, и это все, что в нем есть. В то время как процесс рождения – это лотерея со случайными комками однородного мяса, которые либо сливаются вместе или распадаются на различные формы. Различные типы естественной локомоции, ползание, спотыкание, бег, полет вызывают у существ различные характеристики и, следовательно, геймплейные возможности. Когда Акович создавал визуальные образы этих существ, он стремился запечатлеть физические черты, которые могут быть использованы для различных движений и анимаций, обеспечивая широкое разнообразие типов встреч игроков и существ, попавших в окончательный
Продолжая тему Скорна о рассмотрении каждой формы жизни как потенциальный ресурс, эти существа – искусственно созданные гомункулы, рожденные в результате экспериментов по поиску другого вида живого вещества для потребления. Они сделаны из галлюциногенного вещества, которое люди используют для достижения более высокого состояния сознания, говорит директор игры Любомир Пеклар. Как ощипанные, отбеленные сырые цыплята с неправильной формой головы, безвольные и красноглазые, засунутые в макушки, эти коленопреклонные аберрации представляют собой жуткие фигуры. Живые батарейки, так описывает их концепт художник Филипп Акович. Гомункулы созревают в синтетических банках, увеличиваясь в размерах, пока не заполнится каждый доступный атом пространства. После освобождения из своих тюрем возникающие эффекты модификации тела становятся одинаково худые ноги и худощавый торс. Они имеют округлые, квадратные или конические черепа в зависимости от формы и кувшинов. Независимо от формы, они обладают большим интеллектом. Ранние концепции, которые не попали в финал игры. Это значит, что они отличные инженеры, способные собрать киборгов с нуля и изготовить механизированные шагающие приспособления, чтобы помочь смягчить их собственные физические ограничения. Киборги. Одна из самых сложных головоломок, которые нужно было разгадать с концептуальной точки зрения, заключалась в определении уникальности визуальной идентичности для киборга, существа, широко представленного в других играх и различных формах фантастики в мире, который сочетает в себе органические и механические элементы как часть его общей идентичности. Достижение этого различия и не идти по научно-фантастическому пути по стандартным дизайнам киборга было очень сложно, признается концепт-художник Филипп Акович. Решение было найдено, обратившись к темам, впервые представленных в сборке, где игроков учат, что каждая вещь, живая или нет, может быть ресурсом. Мы представляли себе киборгов как переработанных людей, говорит Акович. В этом обществе нет ничего святого в отношении тела, и без четкого разделения между биологией и технологией вполне логично перепрофилировать мертвых. Нет причин избавляться от мертвого тела, если вы можете найти ему применение и заставить его работать. Этот подход является ключом к уникальному переосмыслению киборга и объясняет, почему эти существа имеют широкий спектр различных видов. Никаких блестящих металлических пластин, здесь выставлены солдаты-металлисты в форме, просто разрозненные, собранные вместе трупы с импровизированными металлическими прутьями, воткнутыми в конце отрубленных, частично разложенных конечностей. Половина руки здесь, нога, оторванная по голень там, все что угодно. Просто так устроено их общество. Говорит директор игры Любомир Пеклар о необходимости добывать и использовать самые маленькие кусочки трупного мяса. Для них это норма, так же, как мы думаем о повторном использовании пластика. Оболочки. Принимая во внимание идею переноса сознания между нашим физическим телом и искусственно созданной оболочкой, мы добавили некоторые элементы психоделии в дизайн этих существ, говорит концепт-художник Филипп Акович. Я экспериментировал с радикально разными формами, думая все странные и интересные способы, которыми я могу изменить то, как игрок двигается и воспринимает мир, используя новое тело. Ему не обязательно быть гуманоидом. Эта процедура переноса сначала происходит с сознанием человека. Оно выходило из тела, и проявляется новая физическая сущность, безымянное существо, которое выглядит как мозг и позвоночник, у которого вырастают причудливые крылья и щупальца. Лавкрафт является источником вдохновения для многих игр, в которых фигурируют щупальцеобразные чудовища. Но Акович постарался обойти стороной все лавкрафтовские или связанные с Ктулху в качестве точки отсчета. Мы не думали о космических ужасах или глубоководных ужасах, мы просто хотели что-то, что выглядело бы первобытным. Существо, которое по сути бесформенно. Затем это существо может свободно заползти внутрь пустого помещения, как рак-отшельник в поисках нового дома, причем каждая раковина обещает разные возможности. Как только раковина выбрана, можно приступить к следующему эволюционному шагу сознания. Слияние происходит, и у вас появляются вознесенные формы, которые имеют такие психоделические цвета, много фиолетового, розового и голубого, говорит Акович. Эти формы – последняя стадия. Глава 11. Финал. Арсенал. В финал Скорна очень важно сначала понять организм, обернутый вокруг главного героя. Этот паразит является ключом к оружию Скорна. Когда он впервые цепляется за главного героя, он не просто глубоко вонзает свои когти, он также сливается с элементами окружающей среды. Самое главное, что его хвост ассимилирует рукоятку пистолета. Различные виды оружия Скорна по сути не являются разными, хотя они выглядят и функционируют одинаковым образом. Это не отдельные пистолеты, а насадки, которые соединяются с одной и той же основой, а именно с рукояткой, выступающей из хвоста паразита. Этот хвост фактически является USB-портом Скорна. Без паразита
паразита и его способности к резне, лидер Скорна был бы полностью совершенно беззащитным. Как и все аспекты Скорна, его оружие не имеет никаких официальных названий. Самое простое приспособление из всех – это эквивалент револьвера Скорна. Небольшая фаллистическая конструкция со стволом и ходовой частью заключены в костяной панцирь. Механизм перезарядки представляет собой рукоятку с затвором, приводимая в действие полукруглыми кривошипными движениями. Более крупные, тяжелые, обхватные насадки обеспечивают более мощные удары, причем насадки, напоминающие эффекты дробовиков и гранатометов, готовые разнести в клочья и уничтожить врагов соответственно. В то время как последнее оружие стреляет покрытыми гнойниками-селезенками, заключенными в закаленной оболочке. Дизайнер игры Любомир Пеклар стремился подчеркнуть тот факт, что большинство из оружия Скорна работает с использованием обычных боеприпасов и пороха. Я хотел, чтобы игра была приземленной. Если все будет нестандартным, игрок может потерять все связи с миром. Это рассуждение также хорошо объясняет узнаваемые аудиоэффекты при стрельбе. Существует одно исключение. Органический эквивалент электрический распылитель краски. Это приспособление поставляется в виде эластического железа, увенчанного костяным капюшоном. Оно заражается путем нагнетания ядовитой жидкости в орган, который разрастается вплоть до точки разрыва. В этот момент клапан в передней части открывается, чтобы сбросить давление, в результате чего смертоносный струей пузырчащегося септического бульона. Конечно, органическое оружие не является новой концепцией для игр. Есть такие серии, как Half-Life и Prey, которые исследовали их в прошлые годы. Концепт-художник Филипп Акович дал эти интерпретации живого оружия во время концептуальной разборки Скорн, подтвердив, что единственным источником вдохновения послужил научно-фантастический фильм Дэвида Кроненберга 1999 года «Existence». Даже тогда я в основном проектировал его по памяти. Я не хотел смотреть фильм снова, потому что я, скорее всего, нарисовал бы тот самый пистолет. Интерфейсы. Интерфейсы являются основными точками взаимодействия на протяжении всей игры. Немногие функции подвергаются такому пристальному вниманию со стороны игроков, как основные интерфейсы Скорн. Они включают в себя переключатели, кнопки, контролеры, механизмы блокировки дверей, а также важную систему пополнения здоровья и боеприпасов. Эти объекты являются шлюзами, открывающими пути глубже в мир, или выжить достаточно долго, чтобы увидеть их. Мало того, что эти интерфейсы должны соответствовать мировой эстетике, то есть они должны выглядеть не похожими ни на что, чтобы игроки не видели как в реальном мире, так и в других играх, они также должны одновременно передавать свои функции с помощью четкого визуального дизайна и анимации в одиночку. Эти диссонирующие критерии нелегко удовлетворить, во многих случаях потребовалось несколько концептуальных итераций. Мне пришлось разработать кучу очень странных элементов управления, и некоторые из них были просто слишком странными. Признает концепт-художник Филипп Акович, рассматривая изображения на этих страницах, некоторые из которых не вошли в финальную версию игры. Некоторые из них это эксперименты, они просто не могут работать в игре. Иногда казалось, что это классная идея, но это просто было непрактичным. Идея, которая пронизывает многочисленные механизмы интерфейса, это идея проникновения. С самых первых концептов Скорн главный герой всегда задумывался как инструмент. Его конечности и пальцы удваиваются как ключи для интерактивных функций. Игроки часто должны просовывать руки вглубь корпуса консольных блоков, чтобы активировать органические реактивные мосты, или просунуть пальцы в волокнистые трубки, потянуть за рычаги для подъема или опускать подъемные платформы. Эти движения предназначены для того, чтобы оставить игроков уязвимыми. Возникает чувство неуверенности, говорит Филипп Акович о том, что игрокам приходится вставлять свои конечности в многочисленные механизмы или необходимо погружать внешние предметы в их собственные тела. Взаимодействие с живой машиной должно иметь этот элемент непредсказуемости. Это не только механизмы, они еще и живые. Что-то может произойти, вы можете попасть в ловушку или заразиться. Этот страх перед неизвестностью идет рука об руку вместе с ожиданием получения ужасных травм. Ближе к развязке Скорна становится очевидно, что вся цивилизация построена на боли и экспериментах, на ее воздействии на человеческий разум. Боль – это не просто инструмент, это средство открытия прогресса. Итак, это по сути конец артбука. Осталось только пара страниц, на которых авторы показывают варианты логотипа для Скорна и выражают благодарность. Хочу сказать, что перевод данного творения был непростой задачей, потому что это та еще чертова графомания, особенно момент озвучки. Я, если честно, поломал себе язык. Возможно, вышло не идеально, учитывая мои дефекты речи, но я старался, чтобы все было максимально четенько. А теперь давайте подытожим. Артбук Скорн таки не раскрывает нам полностью сюжет. Абсолютно четких ответов нет. Но отталкиваясь от артбука, мы
можем сами сделать выводы и понять, что происходило по сюжету. Это цивилизация помешанных на сексе и биомеханике существ, которые рождаются со стены генезиса. Они создавали рабов в виде гомункулов и мольдменов, которых использовали как строительные биоматериалы. Но гомункулы обладали высоким интеллектом, и со временем они развязали войну в попытке уничтожить своих же создателей. В процессе этой войны практически все погибли. Те из создателей, кто остался, решили покинуть свои тела и соединиться в коллективном разуме, так сказать, уйти в нирвану. Потому что этот мир катится коту под хвост. Также в этом мире появилась инфекция в виде кратерной королевы, которая заражает все вокруг. Непонятно, откуда она взялась, возможно, она появилась на полях сражений после войны, а возможно, ее создали сами создатели, чтобы остановить гомункулов. Мы играем двумя персонажами. Первый — это гуманоид, который в итоге превращается в паразита. Вторым персонажем мы играем за гуманоида со стены генезиса, который каким-то чудом смог родиться в это ужасное время. Его цель — соединиться с коллективным разумом. По сути, на него нападает паразит, с которым они в итоге, как одно целое, идут к финалу. Затем ГГ убирает паразита, практически соединяется с коллективным разумом, но его все-таки останавливает паразит. Паразит поглощает главного героя, и это печальные финалы. Есть еще пара вопросов, которые можно обсудить, конечно. Вообще, Scorn — это та вселенная, по которой можно очень много дискутировать. Но я вам скажу честно, сейчас нужно сделать паузу. Поэтому спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся.